Все запросы к нему стоит задавать на английском. В принципе, если вы заказываете статью копирайтер на английском языке, то она бы, наверное, стоила баксов 150. И не факт, что она была бы сильно круче. Популярные вертикали и потенциальные возможности получить поисковый трафик в этой нише. Он нам сгенерил целую структуру для сайта, портала, аффилиат сайта, чего угодно. Все, пожалуйста, он дает нам контент-идеи. Мы можем сказать продолжи. Он такой, окей, я нагенерю тебе еще. Друзья, всем привет, новый выпуск на канале, и сегодня мы поговорим с вами про нейросети, а именно про ChatGPT. Я думаю, многие из вас уже успели поиграться с этой нейронкой, а кто-то уже юзает ее для работы, либо даже зарабатывает с помощью нее деньги. Сегодня же мы поговорим про то, как использовать ChatGPT для SEO. По какому принципу работает нейросеть, что у нее конкретно под капотом, во всю эту техническую историю мы сегодня лезть не будем. Разберем именно, как практически применять ее для SEO. Итак, как ChatGPT может помогать нам решать наши SEO-задачи? Первое и самое очевидное, конечно, это писать классный контент, который можем размещать на сайте, который залетает в топ и приносит нам поисковый трафик. Вторая штука, которую можно делать, это анализ ниши. ChatGPT поможет нам найти самые топовые вертикали в нише, подбирать ключи и вообще строить классную семантику. Третья классная штука, которую может делать ChatGPT, это расширять семантику текущего сайта. Сегодня на примере мы посмотрим, как это сделать, скормив ей наши самые трафиковые страницы. Ну и четвертое, сегодня мы с вами построим сайло-структуру на автомате. Погнали к первому примеру. Итак, написание контента с помощью ChatGPT. Сразу скажу, что четвертая версия работает намного лучше версии 3.5. Хотя 3.5 тоже генерит сносный контент, поэтому рекомендую купить подписку и пользоваться четверкой. Кстати, для тех, у кого нету карточки иностранного банка, чтобы оплатить подписку, вы можете ее оформить у компании Marbles. Это будет Binance Card, который будет оформлен на ваше имя. Там не будет ограничений ни по балансу, ни по лимитам, никаких санкций. Ссылочка будет в описании. Кстати, там же дам ссылку на нормальный VPN, с которым GPT-чат работает нормально и не лагает. Итак, сегодня мы рассмотрим простые, понятные способы быстренько сгенерить себе удобоваримую статью. Как делать большие, подробные, качественные лонгриды, чтобы это выглядело супер профессионально, и даже это можно было продавать на биржах копирайтинга, мы рассмотрим с вами в следующем видосе. А сейчас посмотрим самые быстрые методы. Первое, с чего стоит начать, это поставить себе плагин для Google Chrome в магазине приложений AI RPM for GPT Chat. Ссылочку я оставлю тоже в описании под видео, чтобы вы могли кликнуть, пойти и поставить это приложение. Это приложение у меня уже стоит, и поэтому мой GPT Chat выглядит вот таким образом. Что делает это расширение? Это расширение превращает GPT Chat просто в комбайн промптов. Здесь есть много различных тематик, много готовых промптов, например, там Midjourney prompt генератор, вот как раз SEO-шные статьи, сценарий для YouTube, Human-like Rewriter и много-много всего. Все это разбито по категориям. Перейдем в категорию SEO, например. И здесь у нас много различных промптов для того, чтобы юзать их в SEO. Итак, начнем с самой простой штуки. Это вот этот вот промпт. Что нам нужно сделать? Нам нужно ввести просто ключевое слово, и с помощью этого промпта статья будет сама написана. Важно понимать, ChatGPT обучен на большом корпусе английских текстов. То есть он лучше всего понимает английский язык, и все запросы к нему стоит задавать на английском. Если вы не знаете английский, вам сложно составить запрос, то используем нейросетевой переводчик DeepL. Сейчас покажу. Будем разбираться на примере ниши рыбалка. Почему-то она мне нравится, она прикольная. Напишем лучшие катушки для спиннинга и отправим всю эту радость в DeepL. Это бесплатный переводчик на нейросетях. Best Spinning Reels. Вбиваем сюда этот ключ. Обязательно вот здесь выбираем модель GPT-4, если у вас есть подписка на GPT-чат, где взять карточку и VPN, я говорил раньше. И нажимаем «Поехали». Здесь я обычно ничего не меняю в этом примере, потому что это такая довольно простой пример. В этом промпте GPT напишет там план статьи, а потом напишет саму статью. Пишет он довольно медленно в сравнении с GPT-чат 3.5, но зато использует больше качественных речевых оборотов, эпитетов и вообще намного умнее. И может выдавать больше слов. Сейчас я поставлю на паузу, и мы посмотрим, что он нам написал. ChatGPT дописал мне статейку. Вот такая статья. Introduction есть, введение, типы катушек для спиннинга, катушки для пресной воды, для соленой, факторы, по которым стоит выбирать катушки. В принципе, неплохо. Топ-5 best катушек, модели катушек и conclusion, как выбрать себе катушку. В принципе, статья очень общая, потому что мы дали только один, по факту, ключ, выбрали шаблон из AI RPM. Мы особо не заморачивались, но, в принципе, в один клик получили вот такую вот
штуку. В принципе, это неплохо. Давайте посмотрим, сколько по размеру эта статья. Кстати, если ChatGPT перестает писать, останавливается, скажите ему continue writing please, либо в AI RPM есть кнопка continue, вот я показываю ее на экране. Собственно, вставим в Google Doc всю эту нашу радость, копируем, вставим инструменты, статистика и посмотрим. Он написал нам 1000 слов. В этом конкретном промпте есть ограничение на 1000 слов, и он пишет небольшие статейки. Писал он довольно долго, наверное, пару минут. Можно проверить, как будет работать модель 3.5, чисто ради интереса. Мы выбираем опять Human Written Unix SEO Optimized Text, выбираем модель GPT 3.5, выбираем тот же ключ и прям в лайве посмотрим, что нам напишет. Вот он пишет намного быстрее. Да, кстати, когда вы задаете один и тот же ключ GPT, всегда будут получаться разные статьи с разными заголовками, подзаголовками и с разной структурой именно в этом промпте. Если вы хотите написать какую-то точную статью, у вас есть готовая структура, либо вы хотите расширить структуру, в следующем видосе мы разберем, как делать прям лонгриды заряженные. Вот, опять же он остановился, мы ему пишем continue writing please, и он нам опять даст spinning wheels. Он, наверное, уже минуту пишет, занимает это совсем недолго. Чисто по тексту оно выглядит нормально. У четверки, конечно, больше оборотов, приятных и прикольных. Он даже вот привел терминологию, что такое шпуля, что такое bail, передаточное число, gear ratio, и вот conclusion. Мы можем попросить его продолжить писать дальше, и он продолжит писать дальше. В принципе, если вы заказываете статью копирайтер на английском языке, то она бы, наверное, стоила баксов 150. И не факт, что она была бы сильно круче. Конечно, рекомендую такие тексты все равно вычитывать. Давайте попробуем то же самое, но поставим у этого промпта язык вывода русский. Не всегда это работает, но его очень легко научить говорить на русском. Дадим вот такое задание ему, посмотрим, что он напишет вот по такому ключу. И видно, что этот промпт какой-то получился глючный. Мы даже его остановим. Я создам новый, опять введу русский и попробуем создать это заново. Иногда бывает глючит и пишет вообще не туда. И, как я говорил, что на русском языке он работает сильно хуже, поэтому лучше давать задания на английском, особенно из промптов из AI RPM. Благо, переводчик совершенно бесплатный. Вот здесь он, конечно, пишет уже какой-то бред на русском. Поэтому задавать запрос на английском. Здесь есть еще различные промпты. Можем попробовать вот этот. Я дальше потом их буду разбирать детально, чем они отличаются, но попробуем дать вот этому. Правда, используем мы 3.5, чтобы быстренько протестить, чем они вообще будут отличаться. Здесь поставим English, тот же ключ дадим, посмотрим, что он нам напишет. И видно, что он пишет Best Spinning Reels, Ultimate Guide for Anglers. Видно, что на английском он написал не один абзац, а он прям написал нормальный текст. Опять же, везде он пишет классификацию этих катушек, и это выглядит нормально. Это, кстати, другой промпт, в котором, например, есть pros and cons. Кто работает с Amazon сайтами, с товаркой, понимает, что это важно. И здесь он пишет FAQ. Опять же, он остановился, говорим ему продолжи, пожалуйста. Он продолжает. Окей. Вот так можно писать контент. Работает он довольно быстро, понятно, но нужно, конечно, его улучшать. Просто заливать эти статьи можно, но они не суперценные. Идем дальше. Новая прикольная фишка, которую я нашел, это анализ ниши. Когда вы заходите в новую нишу, вы не знаете, какие там есть вертикали, подвертикали, какие там ключи, какая там структура. Попросим ChatGPT сделать нам анализ ниши. В данном случае я буду использовать свой промпт, который создал, написал я лично. Кстати, как генерить свои промпты и добиваться от ChatGPT чего угодно, выйдет в одном из следующих видео. Поэтому кнопочку подписаться нажми, не забудь. Промпт выглядит вот так. Все промпты будут в описании к видео, вы сможете их скопировать и применить. Я хочу попросить ChatGPT 4 версии сделать мне анализ ниши по тематике Fishing Equipment, то есть оборудование для рыбалки. Я ему говорю, действуй как суперскилловый SEO-эксперт с сильным маркетинговым бэкграундом и проанализируй нишу Fishing Equipment, предоставь мне текущее описание ниши, популярные вертикали и потенциальные возможности получить поисковый трафик в этой нише. Разбей нишу на вертикали и расскажи мне про подвертикали и какие товары в них входят. Порекомендуй мне наименее конкурентные вертикали и подвертикали. Давайте посмотрим, что он сделает. Модель выбираем ChatGPT 4, нажимаем Enter. Наш замечательный ChatGPT пошел анализировать нишу. Посмотрим, что получится. Я поставлю на паузу, и мы вернемся. Итак, он закончил. В базовом анализе ниши вот он что мне рассказал. Чтобы быстренько вам перевести и прочитать, я закину переводчик. Он говорит, что ниша рыболовного оборудования — это обширный рынок, поскольку рыбалка — популярное занятие. В текущей состоянии ниши является конкурентом, бла-бла-бла-бла. И дальше он мне показывает популярные вертикали. Популярные вертикали в этой нише. Удочки и катушки. Естественно, я буду просто быстренько переводить, чтобы долго не читать по-английски. Леска и снасти. Дальше это приманки. Флайфишинг. Нахлыстовая рыбалка — это когда на такой шнур ловят там где-то на Аляске. Это отдельная история. Одежда, аксессуары, всякая фишинг-электроника, GPS, сканеры, приманки и прочее. В общем, вот так он может дать вам информацию совершенно по любой нише. То есть он разобьет вам это на вертикали. И даст под вертикаль, под нишу. В данном случае он нам дал сохранение устойчивого развития рыболовства. Ну, то есть
во многих странах переживают за рыбу, переживают за природу, и есть эко-френдли фишинг, есть специальные крючки, из которых можно снять рыбку и отпустить. Вот он нам нагенерил несколько таких вот тем для статей. В общем, с помощью этого промпта вы сможете производить разведку ниши и базово разбираться в новых нишах, в которых вы вообще ничего не знаете, первый раз к ним прикоснулись. Перейдем к следующему промпту. Так, следующий промпт тоже будет в описании к видео, можно скопировать и нажать Enter. Берем модель GPT-4, нажимаем Enter. Что делает этот промпт? Мы говорим: дорогая нейросеть, сделай нам наброски структуры с категориями и подкатегориями. И он нам это сделает. Опять же, я взял нишу оборудования для рыбалки, и он сделал вот такую замечательную штуку. Точнее, делает еще, он пишет довольно долго, потому что 4-я модель. Я надеюсь, она станет быстрее, но если вы не генерите миллион статей в день, то можно спокойно посидеть, помедитировать, посмотреть, как он пишет. С каждой секунды он экономит вам кучу денег. И вот он начинает собирать структуру сайта. Всегда собирает у него по-разному. Здесь он решил какими-то римскими цифрами сделать. Первое, второе, А1, АБ. Ну ничего, мы сейчас это все равно все приведем в порядок. Вот тут он крючки какие-то там показывает. Одинарные, двойные, специальные. Просто когда ты в нише не работаешь, ты не поймешь, что там есть такие вертикали. То есть вот этот промпт по структуре любой ниши, да, можете взять хоть беттинг, хоть гэмблинг, что угодно. Все равно он вам интересное напишет. Мы подождем, пока он закончит, и вернемся к следующему промпту. Итак, он закончил, точнее не закончил, я не стал продолжать, потому что он там уже начинает генерить кучу информационки, которая нам сейчас в рамках этого видео не супер интересна. Итак, он сгенерил структуру удилища, катушки, различные типы, подтипы, лески, какие-то крючки и прочее, приманки, блесны и прочее. Дальше, различные аксессуары. То есть вот здесь он нам сгенерил целую структуру для сайта, портала, аффилиат сайта, чего угодно. Он говорит, что обязательно у сайта должны быть гайды, руководство по ловле какими-нибудь приманками, например. Дальше, он говорит, должны быть ревью, там, сравнения. Интересно, что он говорит, различные есть направления для рыбалки, например, рыбалка на Камчатке, на Аляске, в теплых водах Амазонки и прочее, что если сам не шаришь в этой нише, ты сам никогда не догадаешься. Дальше он начал всякую этику генерить, комьюнити, но это нам особо не интересно, там продаж нет, поэтому мы заниматься дальше этим не будем. А вот такую штуку можно делать с помощью одного промпта. Давайте перейдем к следующему промпту и попробуем вытащить из него контент-идеи в этой нише. Для этого выбираем опять модель GPT-4, да, она помедленнее, но она более качественная. И пишем такой промпт. Представь лист потенциальных контент-идей в тематике оборудования для рыбалки, и которые, скорее всего, сгенерят поисковый трафик из Гугла быстро. Нажимаем Enter. Я посидел, позанимался промпт-инжинирингом и придумал такой небольшой каскад промптов, чтобы анализировать ниши и собирать о них базовую информацию, когда ты вообще в них не работал. Кому будет полезно? Естественно, в агентстве, когда вы взяли нового клиента, вам надо быстро посмотреть, чтобы не лазить по сайтам, какая вообще структура ниши, о чем там, какие есть топики, сабтопики, тем более, если на английском языке. Аффилиатчикам, кто льет трафик с SEO на партнерские программы на Amazon, не знаю, eBay, AliExpress, ClickBank, любые партнерские программы. Ну вот, например, он генерит сейчас нам темы для статей, которые, скорее всего, принесут поисковый трафик. Топ-10 must-have fishing equipment for beginners. Топ-10 всяких приблуд, которые стоит взять новичку на рыбалку. Ну, можем сказать, типа, стоп, потому что он и так нагенерил кучу, еще нагенерит. Переносное оборудование для рыбалки. Компактное оборудование для тех, кто путешествует. Окончательное руководство по рыболовным лескам. Вот, то есть гайд по лескам. Рыболовные приманки, наживки, полное руководство. Искусство ловли нахлыстом, оборудование, техника, лучшие методы, основные аксессуары для рыбалки, снасти, которые лучше вашу рыбалку. Советы по использованию рыбопоисковых и GPS-устройств. Понятно, что DeepL иногда косячит, переводит не совсем корректно, но все же. С помощью таких вот 3 промптов мы можем посмотреть, какие есть вертикали в нише. Дальше мы можем посмотреть, какая структура сайта может быть. И мы можем получить готовые контент-идеи. Единственное, что да, надо пробить частотку и подобрать под них ключевые слова. Это я покажу чуть позже. Забыл одну штучку. Что можно сделать еще с помощью ChatGPT-4 с таким вот списком? Мы можем здесь использовать каскад промптов один за другим. Когда он нам сгенерил контент-идеи, мы вводим такой промпт: предоставь нам потенциал трафика для каждого топика. Он скажет: я языковая модель, я не могу видеть real-time data из Гугла и прочее. Но я могу отсортировать эти ключи по НЧ и СЧ. То есть низкочастотный, высокочастотный. И вот сейчас он каждый топик, который он нам предложил, каждую статью, по его мнению, отсортирует по потенциалу трафика. То есть это уже будет интересней. Вот он пишет: вот это большой потенциал, это большой, это medium. И вот сейчас он нам это быстренько распределит. Мы можем даже взять 10 топиков и не париться. Главное вам показать концепцию, модель всего этого дела. Мы скажем: дорогой друг, хватит. Далее вводим следующий промпт, и он нам сделает очень крутую табличку. Давайте посмотрим, какую. Вводим промпт, и он сейчас запилит таблицу, в которой мы видим
топик, который нам предложил, ну, название статьи по факту. Дальше потенциал трафика и main топик, то есть категория, к которой относится этот топик. Прикольно, что первая статья, что взять новичку на рыбалку, он определил это в категорию оборудования для новичков. Дальше следующая статья подходит под категорию удочки, дальше катушки, лески, нахлыст и прочее. Вот таким образом мы можем не просто запросить у GPT контент-идеи, а сгруппировать их по частотке. Конечно, ее надо перепроверить, он может обманывать иногда, и сразу выделить из них категории. Можно ему попробовать скормить категории из предыдущего промпта и сказать: смотри, у меня есть список категорий, ты вот эти контент-идеи по ним распихай, если они нам нравятся. Тоже все работает. Я думаю, принцип понятен, и перейдем к следующим промптам. Следующий промпт тоже про анализ ниши и построение структуры, но подойдет тем, кто занимается товаркой. Это ревью сайта под Amazon, любая продажа товаров. Вбиваем вот этот вот промпт, который тоже обязательно будет в описании. Выбираем модель GPT-4, да, она медленная, но она качественная. Мы говорим: у меня есть нишевый сайт под Amazon про рыбалку, дай мне потенциальные объекты, которые люди могут взять с собой на рыбалку. Чем более нишевые, тем круче. И видим, что он нам говорит. И он предлагает различные прикольные варианты. Я скопирую часть, попробуем просто вбить в DeepL, чтобы быстренько перевести на русский и не читать английском. Комбинированное удилище, леска, приманки, коробка для рыболовных снастей, что тоже может быть неплохим товаром. Можно сделать целый нишевой сайт, коробки для рыбалки, на которых, знаете, там на льду сидят рыбаки, а где-то летом они на них сидят, они тоже разные, там скользящие, не скользящие. Дальше человек может взять наживку, крючки, грузила, бобберы и поплавки. Вот такую радость нам предлагает GPT-чат. И вот он написал много различных предметов и вещей, которые есть в этой нише. Они, скорее всего, продаются, кем-то покупаются, а кто-то получает комиссию за это. Теперь мы попросим чат GPT прикинуться владельцем этого сайта, у которого еще есть бэкграунд SEO-специалиста, и предложить 10 рекомендаций для статей, которые быстро принесут поисковый трафик. Промпт следующий. Погнали. И он начинает нам писать: The Ultimate Beginner's Guide to Fishing. Вот он в нескольких промптах независимых нам говорит, типа, сделайте гайд для новичков по рыбалке. Наверное, всем лень писать, и он не очень конкурентный, наверное. А может, конкурентный. И вот так мы можем взять любую нишу. Например, вы хотите запилить сайт чисто на GPT-контенте. Берем нишу, используем мои промпты, которые я скину, получаем такие списки, и потом получаем темы для статьи. С ними что нужно сделать? Правильно, закинуть в тот промпт, который я показывал первым в начале видео. Получили структуру, проанализировали нишу, получили контент-идеи, автоматом написали статьи. Когда-нибудь я покажу, как еще автоматом их выкладывать на WordPress, и это будет вообще магия. Кстати, если у кого-то есть аккаунт GPT-чат, в котором API 4 версии подключен, напиши мне в личку в Telegram, в канале. Ссылочка тоже у меня есть в описании. Мы сделаем прикольную штуку, я с тобой поделюсь. И вот такие у нас контент-идеи появились. Пойдемте дальше по промптам для SEOшников. Ну, конечно, какой сайт без семантики? Давайте соберем семантику с помощью чат GPT. Для этого используем следующий промпт. Обязательно выбираем модель 4, более мощную, используем вот этот вот промпт. Составь нам полный лист низкочастотных кейвордов, которые относятся к следующей нише. Я выбрал катушки для спиннинга. Мы дальше будем на этой поднише тестить. Что делает этот промпт? Он говорит: чат GPT, сгенери нам полноценный список NC ключей, которые относятся к нише. Я выбрал под нишу катушки для спиннинга. Убедись, что полученные ключи релевантны, таргетированы и имеют большой потенциал трафика и маленькую конкуренцию. Давайте посмотрим, что получится. Проверяем, модель 4 стоит. Погнали. И он пойдет генерить ключи. Я забивал их в Ahrefs. Они не всегда супер частотные, но есть очень интересные слова. Если он начинает дурить и генерить какой-то трэш, просто еще раз задайте запрос. Не будем смотреть, что он нам тут сгенерит, но есть прикольные ключи, прикольные идеи, лучшие катушки для спиннинга, для подледной рыбалки. В принципе, NC сезонка может быть в каждой стране раз в год, когда начинается зимняя рыбалка, и, возможно, не сильно конкурентно. В общем, это надо проверять, но я использую вот этот промпт, который я написал, для того, чтобы получать какие-то новые контент-идеи какой-то ниши. Давайте теперь расширим семантику существующего сайта. Переходим к следующему кейсу. У нас есть рабочий сайт, на нем есть трафик, на нем есть статьи, коммерческие страницы. Нам надо расширить его семантику. Что делаем? Например, у нас есть ключ Fishing Reels for Bass. Я показываю на английском. Почему? Потому что чат лучше работает с английским. Но вообще все можно это делать и для русского языка. И я сейчас покажу, как это делать. Выбираем какой-нибудь сайтик. Вот, например, Bass Pro. Я его тоже смотрел, когда готовил выпуск. Он прикольный, он прям про рыбалку. Бас — это такая рыбка. Хищник, по-моему, какой-то. То ли окунь, то ли что-то такое. Замечательно нам подходит. Берем сайт Bass Pro, идем в сайт Explorer,
Вбиваем в Ahrefs, идем в органический поиск, топ-страницы. Я его смотрел, там органический трафик есть, то есть он такой качает, нормальный сайтик, вполне себе. Так, вот топ-страницы прогрузились, мы видим топовые страницы. Да, сейчас ChatGPT не может лазить в интернет в массе своей, да, его можно заставить там кое-что посмотреть, вот это отдельный нюанс. Но мы будем предполагать, что в ЧПУ есть нужные нам ключи. Нажимаем выгрузить этот отчет, переходим в Excel и получаем вот такую замечательную выгрузку. Я, например, возьму тут 50 страниц. И теперь нам надо скормить ChatGPT следующий промпт. Открываем новый промпт и пишем следующий промпт. Если сильно упросить, то вот смотри мои топ-страницы, дай мне, есть 20 идей для блога, которые помогут ему ранжироваться, привлечь трафик. Прямо на натуральном языке мы говорим, промптик в описании к видео. Можем выбрать даже ChatGPT 3.5, он будет побыстрее, особо много ума не надо. И он такой: окей, босс, Exploding Bass Pro Shop Best Selling Fishing Rod. Все, пожалуйста, он дает нам контент-идеи, мы можем сказать продолжи. Он такой: окей. Я нагенерю тебе еще. Вот так можно расширить семантику текущего сайта. Если у вас в ЧПУ нету ключей по какой-то причине, вы можете просто выгрузить свою карту сайта, например, тайтлы или H1, и сказать: вот мои статьи, придумай, что мне написать еще. И обязательно, чтобы это ранжировалось в Гугле, чтобы было это еще релевантно моему сайту. Вот такая штука. Следующий прикольный промпт позволит вам построить сайло-структуру, то есть это классная иерархичная вложенная структура с отдельными вертикалями. Для этого берем промпт, который опять же копируем из описания видео, а еще потому что вы, наверное, подписались на канал, дальше будут еще более полезные видео, и нажимаем Enter. Не забываем выбрать 4-ю модель, потому что она более умная. Главное, чтобы у меня на видео лимиты не кончились. Это косяк, был бы у меня API 4-й версии, можно было бы все это дело автоматизировать, а потом вам расшарить, например. Ну и вот он нам пишет: удилища, катушки, лески, еще всякие штуки. Еще прикольная штука, что он нам дает разбивку структуры по типу рыбы. Например, речная рыба и морская рыба. То есть для них есть отдельные приманки. То есть классификация вот эта сбоку очень прикольная. Оборудование для рыбалки по технике ловли. Подледная рыбалка, серф-рыбалка, я там даже не знаю. Троллинг, это когда за яхтой там тянут большую удочку. Прикольно. И вот он нам прям так это все дело нагенерил. То есть есть готовая структура сайта. Но я думаю, вы понимаете, что можно дальше сделать. Сказать ему: дай мне статьи для каждой категории, потом сказать: дай мне статью для каждого топика, добавь туда товары и вообще все это напиши. А еще вы можете ему сказать: а теперь сверстай это для WordPress, чтобы я мог в один клик это туда загрузить. Кстати, сработает. Попробуйте, вот вам домашнее задание. Для каждого пункта сделали сайло-структуру, для каждой категории, подкатегории попросите список статей, попросите чат написать вам их, попросите их улучшить, как мы разберем в следующем видео их улучшать, и запилите сайт. Почему нет? Лучше на дроп-домене, конечно. Еще есть advanced версия этого промпта, которую я придумал. Сейчас покажу. Она запилит нам структуру сайта прямо в очень крутом, классном виде, чтобы это можно было визуально приятно видеть, с этим работать и это развивать. Опять же, промпт будет в описании. Если вдруг промпты не влезут в описание видео, потому что они довольно большие, то я их обязательно оставлю в телеграм-канале, ссылочка на который действительно тоже у меня есть. Сейчас он допишет, и я покажу, что получилось. Ну вот он отработал, я не стал его до конца дожидаться. В общем, он нам запилил опять же по рыбалке такую вложенную структуру. И что интересно, дальше он сделал табличку и разложил сразу всю эту структуру по уровням вложенности в формате таблички. Можете скопировать, вставить в Excel. Я здесь указывал ему второй уровень вложенности, вы можете указать, переписать промпт и указать любой уровень вложенности, это будет работать. Это действительно будет трудиться. Друзья, вот такие штуки умеет делать ChatGPT для SEO. На самом деле с ChatGPT можно решать довольно большой спектр SEO-задач, от создания красивых, качественных лонгридов, которые не стыдно залить на сайт клиенту, либо на свой сайт, до поиска доноров для ссылок. На подходе еще целая серия видосов про нейросети и SEO, поэтому подписывайся на канал, чтобы их не пропустить. В следующий раз мы с тобой разберем, как писать крутые, качественные лонгриды. Как я и сказал, все промпты будут в описании. Если они не влезут, они будут в телеграм-канале в закрепленном посте. Переходи, копируй промпты, юзай их, а мы увидимся в следующем видео. Пока!